Всем привет, друзья! Мы находимся в Дубае. У нас недавно появилось несколько заявок на дизайн, и мы решили прилететь сюда и посмотреть все своими глазами, как здесь проходит стройка, как здесь обстоят дела со строителями, какие отделочные материалы. А вам мы покажем несколько интересных объектов, расскажем о них в подробностях, а главное, скажем, сколько это для вас будет стоить. И первый наш объект – вилла в комплексе Дамак Хиллз. В этом комплексе есть вилла на 4, 5, 6 спален. Сейчас мы находимся в доме на 5 спален. Изначально, когда вы покупаете дом, вы получаете только white box, белые стены и кухню. Кухня – это единственное, что входит в покупку. То есть весь остальной дизайн вы уже делаете сами. И сейчас мы находимся на первом этаже. Здесь вот проходит вся жизнь в этом доме. В общем, концепция такая, что вы приобретаете не только недвижимость, а образ жизни. И это действительно классная вещь, потому что вы попадаете в круг общения совсем других людей. Но это действительно интересно. Если есть возможность к этому приобщиться, то это просто интересно. Здесь очень правильно организовано пространство. У нас есть большая кухня, и я думаю, что большинство завтраков, ужинов, если они будут проходить в доме, они будут, скорее всего, проходить за барной стойкой. То есть здесь вот можно перекусить и поехать уже дальше в ресторан, отдыхать, кайфовать. А если у вас в гости приходит большая компания, то для этого, конечно же, есть большой прекрасный стол на 8 персон. Также есть ТВ-зона. Вообще телевизор, конечно, это сейчас не самая правильная вещь, да, для такой хорошей, успешной жизни, но кто любит, почему нет. Поэтому здесь собрана прям такая большая ТВ-зона с 2 диванами, креслом. То есть здесь может собраться большая, огромная компания и посмотреть какой-то семейный фильм. Гостиная разбита на самом деле на 2 функциональные части, это очень интересно. Вот эта вот мягкая зона находится недалеко от входа. Это такое удобное место для встреч с гостями или с какими-то людьми, которые зашли ненадолго. Далее уже идет гостиная для таких, видимо, более длительных посиделок. В северных странах уют ассоциируется с чем-то теплым, с какими-то теплыми вещами, теплыми материалами. А на юге, наоборот, уют – это холод. Обратите внимание, что во всех южных домах, виллах всегда каменные полы. Это камень, либо керамогранит, либо плитка, какие-то холодные материалы, которые отдают тепло. На самом деле в Италии плитка также сильно распространена, там, все в плитке, в камне. Есть еще один момент, вы никогда не увидите какие-то отопительные приборы, здесь просто нет как класса. Единственный отопительный прибор – это кондиционер. Через вентиляцию вы можете добавлять немножко тепла, то есть регулировать микроклимат в доме. И, собственно, укладывать камень или керамогранит на пол не только уютно по-дубайски, а еще очень практично, потому что в уборке этот материал гораздо проще. Здесь иногда бывает пыльно, и эта пыль легко убирается. А сейчас мы находимся на кухне. Она на самом деле в базе комплектуется не так, это только в шоуруме. В базе мы увидим только вот этот холодильник, посудомойку и духовой шкаф. Большая прикольная кухня, вам не нужно ничего делать, вы вот купили себе виллу, и у вас все сразу же готово. Никаких проблем. Я только не понимаю, зачем здесь дверь, если у нас прорублено огромное окно в гостиную, но вот от прихожей можно отгородиться дверью. Это очень странное решение, но пускай будет. Наша любимая подклеенная снизу мойка. Здесь вообще огромная кухня, и здесь, конечно, можно вообще не экономить на пространстве. 2 большие чаши, подклеенные снизу. Ну, это сверху простенький акрил, в принципе. Агломерат? Нет, это акрил. Вашу кухню можно уже установить нормальный, качественный кварцевый агломерат, чтобы все было надежно и красиво. Кстати, я обещал сказать, сколько стоит эта вилла. Эта вилла стоит 3 миллиона 600 тысяч долларов. Ну, не знаю, дорого это или дешево, но она довольно большая, и она, в принципе, неплохо сделана. Может быть, ее цена в Подмосковье была бы, наверное, такой же. И, конечно же, за эту цену вы получаете не просто стены, не просто какой-то дом, да, вы получаете, по сути, стиль жизни, потому что это совершенно обособленный поселок со своим гольф-клубом. Вы входите в клуб Trump Estate, вы получаете привилегии во всех его отелях по всему миру. В общем, это, по сути, welcome to the club. Вы попадаете в закрытый клуб очень успешных людей. Пойдем на 2-й этаж. Это 2-й этаж, такая чистая приват-зона. Только спальни. И также здесь находится такая же вот мягкая зона возле лестницы. Часто заметил, кстати, в домах около лестниц находятся какие-то мягкие зоны, в которых никто не сидит. Но, возможно, есть люди, которые это используют.
На втором этаже 4 спальни, и это самое главное, самая большая мастер-бедрум. Огромная кровать, king size, то есть здесь поместятся люди любого роста. И обязательно вот такая штука, это, конечно же, банкетка. На ней всегда, вот кто жил с банкетками, тот знает, что это супер удобные вещи, потом без нее вы уже жить не сможете. И обратите внимание на размер тумбочки. На самом деле Дубай — это вот то место, где вот все рекорды бьются по размерам всего, то есть все самое большое это в Дубае. На вилле есть отдельно стоящая ванна. Это чисто для расслабления. Просто полежать, никакого функционала на самом деле. А для того, чтобы все-таки помыться с утра, здесь есть душевая кабина за дверью отдельной. Ну, наверное, это самое удобное. Такое решение, практичное решение. Можно на самом деле по мелочам здесь рассказать. Посмотрите, опять же, наш любимый способ подклеивания умывальника снизу. Сверху натуральный мрамор, в отличие от кухни. Здесь нет агрессивной среды, и мы можем использовать просто обычный мрамор. Он не испортится, он ничего не впитает, но здесь уже, где основная мойка у нас проходит, здесь уже подклеен фаянс. Белорой бог, между прочим. Все очень неплохо. А снизу уже сделана заказная фурнитура. Здесь, кстати, неплохой способ сделать фальш толщину. Видите, у нас камень тонкий, а снизу подклеен еще один слой. И вот такая красивая фасочка. И получается толстая, красивая столешница. И также наверх у нас поднимается вот такой цоколь. И все вместе это смотрится очень неплохо. Можно прекрасно утром чистить зубы и не мешать друг другу, не сталкиваться плечами. Туалет с трапом. Обратите внимание, что здесь везде есть в полу трапы. То есть можно вылить ведро воды и очень быстро сделать уборку. Еще я обратил внимание, что все санузлы здесь отделаны натуральным все-таки мрамором. И это очень здорово, потому что этот материал никогда не перестанет быть модным, никогда не устареет, никогда не потеряет актуальности. Как, например, сменяется мода на текстуры керамогранита, на текстуры камня мода не сменялась ни разу. Поэтому, если есть возможность, то я бы предпочел натуральный мрамор для стены пола. По-моему, это здорово. Я обратил внимание, что здесь практически не используются натяжные потолки. Все потолки гипсокартоновые, и везде сделаны лючки для вентиляции, потому что вентиляция здесь самое главное. Вентиляция и кондиционирование, без этого просто невозможно находиться в южной стране. А это гостевая спальня. Здесь минимум дизайна стен. Вы можете наблюдать, что стены довольно простые. Здесь все декорировано за счет мебели. Это на самом деле классный прием, когда мебель можно, грубо говоря, увезти с собой. То есть все привнесено просто за счет предметов. И во всех остальных спальнях здесь дерево, деревянный паркет. Это очень удивительно, на самом деле, необычно для южной страны. Но вот дерево, которое мы так любим. И обратите внимание, что все примыкания потолка к стене сделаны теневым способом. То есть у нас стена заходит в тень и аккуратно прячется за потолком. А на полу сделано все по классике, когда у нас плитка заползает на стену, но это связано с тем, что можно очень легко помыть пол. То есть можно разлить ведро и аккуратненько все помыть, потому что в случае с теневым профилем здесь такого, конечно же, не получится. И они подходят скорее только для каких-то вот северных широт, когда нет вот этого постоянного песка везде. Я смотрю на эту плитку и еще раз убеждаюсь, что, конечно, в России самые лучшие строители, самые лучшие отделочники. И куда бы вы ни приехали, вы будете в этом убеждаться. И в Америке, и в Европе, и в Азии, и везде. Все кладут вот просто как вот легла плитка, так она и лежит. А у нас просто таких строителей уничтожают. Я хотел еще рассказать, что когда нам показывали эту виллу, нам рассказали, что в Дубае уют больше ассоциируется с холодным светом. То есть то, что я говорил про плитку, про холод, то же самое у них с освещением. Потому что у нас все-таки больше любят теплый свет, он ассоциируется с уютом. Всегда говорят, что вы мне такой холодный нарисовали, какую-то больницу. А в Эмиратах, наоборот, любят холодный такой вот свет, который ассоциируется с прохладой. Потому что если вы здесь выйдете на улицу, вы все сразу же поймете. И обратите внимание, что в Дубае вы не встретите прихожую вот в нашем классическом понимании. Знаете, когда заходите, вот эта наша любимая банкеточка, крючки для завешенной одеждой, какой-то огромный шкаф с зимними сохнущими вещами.
Да, тут просто нечему сушиться, здесь нет нескольких там сапог, каких-то калош и так далее, потому что это все здесь просто не нужно. Здесь там только летняя чистая обувь. Отдельный шкаф с модными кроссовками, но он находится все-таки не при входе. И обратите внимание, какая классная высокая дверь. Такая дверь делает сразу грандиозным интерьер. Вот чем выше дверь, тем лучше. В принципе, да, такое вот парадное настроение сразу же образуется. Вы заходите, у вас наверху огромная красивая люстра во втором свете висит, красивый декор по стенам, то здесь как бы все именно ради красоты, да, больше, а не ради, повешенного пуховичка. Ну и в целом, есть же такая концепция, если у вас имеется, в принципе, большое пространство для жизни, вам незачем его занимать функцией полностью. То есть не нужно в каждый угол ставить тумбочку. Достаточно просто сделать пространство и в нем жить. Достаточно того, что оно большое и приятное. Да, здесь, конечно, главное это воздух. То есть не забывайте все-таки, сколько стоит эта вилла. То есть здесь, наверное, больше не про продуманность каждого миллиметра, а здесь больше про совсем другие вещи. Сейчас в тренде работа дома, и здесь на первом этаже есть прекрасный кабинет. По сути, это 5-я спальня, то есть она может быть спальней, но здесь она оборудована под прекрасный кабинет, здесь можно работать, никто вам не будет мешать. У вас есть своя ванна. Но, в принципе, здесь могут жить или гостить ваши родители, которым не нужно подниматься по лестнице, тратить на это энергию, потому что это в пожилом возрасте может быть довольно сложно. И эту комнату можно легко переоборудовать на комнату для ваших родителей. Опционально эта вилла может включать также монтаж лифта с 1-го на 2-й этаж. Если у людей, может быть, ограничены какие-то двигательные функции, мало ли. Также можно опционально приобрести бассейн, который будет стоять возле виллы. И также может быть в подвале собственный спортзал и гараж. И, друзья, обратите внимание, если вы летите в Дубай, то помните, что здесь вот такого вида английские розетки. Вам, скорее всего, понадобится переходник. Примерно вот так выглядит от перфекциониста. Здесь, конечно, такое более легкое отношение к стройке. Надо помнить, что это все-таки шоурум. И немножко кривенько здесь привинтили выключатель. И даже в Дубае мы нашли частичку России. Обратите внимание, это береза. Береза, как бы ее назвали иностранцы. Давайте вам покажем вид из мастер-спальни. Все, чего касается солнца, это твое королевство, Симба. Я думаю, что вы поняли отсылочку. Вот это на самом деле то, ради чего здесь покупается дом. То есть он покупается не ради стен, а ради гольфовых полей, ради того, что вы вот находитесь в этом, по сути, клубе. Чем удивляет Дубай? Несмотря на то, что здесь пустыня, несмотря на то, что здесь очень сложно вырастить вообще хотя бы какое-то растение, люди умудряются сделать вот такой вот оазис. Здесь очень много разных растений, и к каждому из растений подведена вода искусственного полива. Представляете, какой это колоссальный труд. Здесь, несмотря на то, что город очень населен, довольно тихо, это воспринимается пригородом, как на даче. И представляете, если вдруг у вас завалялось всего $4 миллиона, это все может быть вашим. Спокойно, друзья. Сейчас посмотрим, что там с воздухом внутри машины. Слушай, нет разницы, честно. Ну, кстати, да. Видимо, больше уже не нагреть. Просто мы уже адаптировались. Да, мы уже местные, считай. Сейчас мы переместились из Дамок Хиллз в следующую локацию. Это совсем близко. Место называется Лагуна. Здесь недалеко огромный бассейн для всех жителей. И также у нас здесь доступ к гольфовым полям. Это вилла меньшего размера, площадью 210 квадратных метров. Стоит она всего ничего $500 тысяч. То есть ее многие себе могут позволить, и на самом деле это серьезно, потому что сопоставимая цена с квартирой в Москве. При этом это далеко не квартира все-таки. Мы сейчас делаем объекты, и на самом деле мы сейчас вот обсуждали, что квартира в Москве стоит, примерно таких же денег. Давайте быстренько пробежимся, что же нам предлагают за $500 000. Только учтите, мебели не будет, будет только кухня. Здесь, в отличие от предыдущей виллы, конечно, все гораздо компактнее, то есть стол, обеденная зона, маленькая кухня с барной стойкой и небольшая гостиная. Стол я сразу же узнал, это у нас H-Holz, вот это разное направление шпона. Мне вот очень нравится, оно такое красивое, эстетичное и очень теплое на ощупь, в отличие от каменных столов. Очень хорошее, такое типичное решение для гостиной, когда пол гостиной переходит в пол террасы, такое объединение. И когда не будет такой летней жары, как сейчас, скажем, там осенью или зимой, можно раскрыть все эти окна и
будет эффект того, что находишься где-то на природе, на террасе, на улице. Ну, это классно, очень приятное решение. Мы здесь находимся очень короткое время, но за это время сюда постоянно заходят потенциальные покупатели. Они просто идут один за одним. И это показывает, насколько здесь все динамично развивается, продается. Нам показывали соседний поселок, там локация с домами. Там еще просто фундаменты, но он говорит, что все уже продано. Поэтому здесь просто вот как пирожки все это строится и так же быстро раскупается. Сейчас мы в мастер-спальне на небольшой вилле. Вот так вот она выглядит. В принципе, довольно симпатично. Как тебе такой стиль вообще? Сложно мне такой стиль. Я не знаю, как он называется. Это мне кажется, какая-то колониальная история изначально. Вот это сюда нужно вешать балдахин. Да. Балдахин от комаров. А еще обратите внимание над Андреем, насколько утоплен светильник, вот этот гипсовый. И это очень правильно, потому что если посмотреть на комнату, то мы видим просто белые засветы, но не видим источник освещения. Это вот прямо самый правильный свет. Он не бьет по глазам и не раздражает. На последней миланской выставке аутдор мебель была супер популярна. Понятно почему, потому что было 2 года пандемии, и аутдор мебель, естественно, пригодилась вам, когда вы находились у себя дома, либо в загородном доме. Конечно же, нужна была хорошая, качественная мебель для улицы. Еще моднее, если это аутдор мебель, такого вида может у вас находиться внутри интерьера. И здесь вот потрясающе удобные мягкие диваны, на которых вы можете сидеть и наслаждаться вот этим оазисом, который сделали вокруг. Здесь очень плотно все засажено зеленью. И там дальше бассейн и гольфовые поля. А это Миша, он вышел только что с крыши Чернобыльской АЭС. Вышел только что с сауны просто. Да, он скидывал радиоактивный пепел на улицу. Там просто ад. И обзор мастера ванны от первого лица. Вот она, наша маленькая ванна. Но при этом здесь, конечно, очень много света за счет вот этой фрамуги, огромного окна в душевой. Вот многие мечтают о душевой с окном. Сюда заходим и принимаем душ. Мне нравится еще вот эта штука каменная. Она легкая очень, и на ней можно сидя мыться. Это просто супер удобно. Это вторая спальня, и она... Вот у меня сразу же ощущение какое-то более европейское, что ли. То есть здесь уже... Вот, у меня нет ощущения какой-то ближневосточной страны. Очень так минималистично, по-европейски и очень приятно. Даже немножко такой, знаете, теплый минимализм скандинавский. Это могли быть мы с тобой, но у меня нет $500 000. Так как это небольшой дом, всего лишь 210 метров, то своя ванная есть только у мастер-спальни. А 2 другие спальни, они совсем маленькие, и у них общая ванна. То есть доступ идет через коридор для 2 комнат. У меня есть ряд наблюдений по поводу холодильников, моих собственных. Значит, чего это касается? Я вот себе в дом выбирал холодильник и задумался насчет объема холодильника. Вот есть полуторный холодильник, есть одинарный. Именно об отдельно стоящем холодильнике речь. И какой из них действительно больше по объему? И я понял, что полуторный холодильник отдельно стоящий и одинарный холодильник отдельно стоящий практически идентичны по объему, потому что одинарный холодильник, он просто выше. И у него шире модуль. А здесь 2 модуля, и оба достаточно узкие, поэтому большой разницы нет. Это так, чисто для эстетики. Это для ориентира, собственно, где мы были. Вот показываю на макете. Первая вилла, которую мы снимали большей площади, находится вот здесь. Это вот, собственно, она. Вторая же вилла находится... Она вон там находится. Дальше здесь. На самом деле это огромный поселок, но он уже практически весь продан. То есть просто это все распродается моментально.